Врач-педиатр Анна Семенова уже больше 10 лет принимает детей в своей уютной клинике. За это время она успела увидеть множество эмоций. Ничто не прошло мимо ее внимательных глаз. Страхи, слезы, искренние улыбки и даже маленькие истерики. Среди всех детей, с которыми ей довелось работать, один мальчик по имени Леша особенно запомнился. Ему всего 6 лет. Он тихий, худощавый, с пронзительными, полными тревоги глазами. Каждый раз, когда в кабинет заходит его отец, высокий и строго одетый мужчина с тяжелым взглядом и холодным выражением на лице, Леша замирает. Он не шевелится, не улыбается, не задает никаких вопросов. Казалось, что в его мире звучит только команда «Смирно». Сидя в кресле, мальчик крепко сжимает подлокотники, словно ожидая команды, а может даже удара. Анна замечает, как он прячет свои маленькие ручки в рукавах, как не решается встретиться взглядом с ней или с кем-либо еще. Когда она задает простой вопрос «Ну что, как ты себя чувствуешь?», то Леша лишь кивает, опуская глаза на пол. Его отец тут же отвечает за него. «Нормально он себя чувствует, просто не любит врачей. Слабый он у нас, воспитание требует». Каждое слово как будто отсекает всякое желание у Лёши проявить что-то свое, и Анна, несмотря на вежливую улыбку, чувствует, как у нее внутри что-то сжимается. Становится горько и тяжело на душе. Она вспоминает, как в прошлый раз Лёшу привела его бабушка, и тогда мальчик был совсем другим. Он смеялся, показывал свои игрушки и рассказывал Анне о сломанной машинке соседей, которую они вместе чинят. Тогда, возможно, он показался ей просто застенчивым. Но сейчас, при взгляде на его маленькое напряженное лицо, она понимает, что это не застенчивость, а глубочайший страх, запертый в его груди. После нескольких минут осмотра Анна понимает, что пришло время делать что-то необычное. Она решается сказать: «Ну, папа, можно я побуду с Лешей минутку наедине? Просто хочу проверить, как он взаимодействует без взрослых. Нам нужно для теста». Отец Леши хмыкает, не скрывая недовольства. «Ну, если надо», — говорит он, выходя из кабинета и хлопнув дверью с достаточной силой, чтобы мальчику стало не по себе. Как только они остались вдвоем, Леша вздыхает, немножко осматривается вокруг, и его плечи, казалось, наконец расслабляются. Анна начинает медленно действовать. Она протягивает Леше мягкую игрушку, пса в халате врача. «Это Тёма, он тоже боится уколов. А ты? У тебя был когда-то укол, Леша». Мальчик берет игрушку и, глядя на нее, чуть-чуть улыбается. Эта улыбка, хоть и небольшая, но такая искренне радостная, заставляет Анну остановиться. Она понимает, что это первая улыбка, которую она когда-либо видела от него. Ее сердце переполняется надеждой. «Скажи, Леша, с тобой все в порядке? Тебе бывает страшно, когда ты с папой?» — спрашивает Анна. Леша опускает взгляд, словно пряча свои мысли от всего мира, и еле слышно шепчет: «Энна не должен говорить, он не любит, когда я говорю глупости. Я должен быть серьезным». В этот момент у Анны по спине пробегает мурашка. Она понимает, что за этой тишиной скрывается целый крик. Крик, который никто не слышит. И она решает, что не может оставить эту ситуацию как есть. После приема она заполняет форму внутреннего наблюдения, оформляя ее предельно осторожно, не желая никого обвинять, а лишь выражая свою обеспокоенность здоровьем и эмоциональным состоянием ребенка. Это дает ей право пригласить психолога клиники и социального работника, чтобы провести мягкое интервью с семьей. На следующий день Леша приходит на повторный осмотр, теперь с мамой. Она выглядит усталой, извиняется за мужа, который оказывается строгим, просто вырос в военной семье и считает, что эмоции — это слабость. Мама делится, что ее муж сам никогда не плакал, даже на похоронах любимых. Пока мама оформляет нужные документы в регистратуре, Анна, понимая, что у Леши есть шанс, приглашает его в игровую комнату, где его уже ждет детский психолог, женщина по имени Светлана. В комнате уютно, есть мягкие подушки, кубики и множество игрушек, которые радуют глаз.
Светлана начинает беседу в формате сказки, чтобы успокоить и заинтересовать мальчика. «Лёша, а у нас есть волшебный домик, где живут разные чувства. Ты хочешь рассказать, кто в нем живет?» Сначала Лёша молчит, а затем, немного смущаясь, говорит, что в этом домике живет страх, который прячется под лестницей. Он продолжает. «Радость уехала. Ей папа сказал, что ты ему не нужна». Светлана переглядывается с Анной, и в тот момент оба женщины понимают, что в словах Лёши скрыт глубокий смысл. Он тихо добавляет: «Я люблю, когда мама дома, тогда можно петь, а когда папа, надо быть как солдат». На глаза Анны наворачиваются слезы. Она осознает, что мальчик не говорит прямо, но между строк становится ясно, что дома он постоянно сталкивается с подавлением своих эмоций. Мама позже признается, что не обращала внимания на то, насколько закрытым становится ее сын рядом с отцом. Она старалась сохранить семью и сделать все, чтобы им было хорошо, но теперь, увидев материалы специалистов, впервые понимает, что все эти воспитательные меры — это насилие, только в непривычной для нее форме. Анна показывает на экране монитора видеозапись с разрешения. Как Лёша выглядит при папе, тихий, вжавшийся в стул, и как он меняется, когда папы нет рядом, смеющийся, играющий, живой и полный энергии. Мама смотрит это и, наконец, закрывает лицо руками. «Я не знала, Господи, я не знала». Проходит несколько недель, и за это время многое меняется. По инициативе Анны и психологов был составлен детальный отчет, направленный в органы опеки. Отец Лёши временно отстранен от воспитания, пока с ним работают специалисты. Мама, наконец осознав, насколько все серьезно, решает подать на развод и забирает сына к своей матери, бабушке Лёше. Теперь жизнь с ними становится простой, но наполненный светом, без криков, без страха и без постоянного ожидания наказания за проявление своих эмоций. Анна все это время не перестает думать о Лёше, и мысль о нем не покидает ее. Она надеется, что у мальчика теперь будет возможность быть счастливым. И вот в один из теплых весенних дней, когда солнце приятно греет, в кабинет Анны постучали. Дверь приоткрывается, и в проеме появляется Лёша. Он был в яркой рубашке с динозаврами и синих кедах, которые казались еще более яркими под солнечными лучами. В руках он держал свернутый лист бумаги, и, увидев Анну, его лицо озарилось улыбкой. «Ну, здравствуйте, тетя Анна», — произнес он немного застенчиво, но с явной уверенностью. Анна не смогла сдержать улыбку и ответила: «Привет, Лешенька, ты такой нарядный. А что это у тебя в руках?» Мальчик разворачивает бумагу, и на ней оказывается рисунок. Настоящая работа юного художника. Он изображает женщину с солнечными волосами и белым халатом. Рядом на рисунке нарисован мальчик, который держит ее за руку, словно крепко прижимаясь к ней. Надпись сверху гласит: «Ты спасла мою радость». Слезы радости непроизвольно наворачиваются на глаза Анны. Она садится на корточки перед ним, готовая услышать его ответы. «Спасибо тебе, Лёша. Это так красиво», — говорит она с нежностью в голосе. «А как ты себя сейчас чувствуешь?» Лёша смотрит прямо в глаза Анне, впервые за все время, и широко улыбается. «Без сил свободен. Я снова могу смеяться. Бабушка говорит, что смех — это как солнце, оно лечит изнутри». Они обнимаются, в этот момент события принимают поистине волшебный оборот. В коридоре мимо них пробегает другой малыш и с интересом спрашивает: «Доктор, что это у вас за праздник?» Анна улыбается сквозь слезы счастья. Это не праздник, это чудо, которое выбрало правильный путь домой. На улице светит яркое солнце, а в этом моменте раскрывается вся суть счастья и победы любви. Анна ощущает, что ее работа — это не просто работа, а возможность менять жизни, давать надежду и помогать маленьким душам находить мир внутри себя. Пусть это будет маленькая победа, но все они складываются в большую историю, которая продолжается каждый день.